Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня я хочу приготовить айвовый компот. Ведь сезон айвы заканчивается. И несмотря на то, что скоро подоспеют свежие ягоды и фрукты, мне захотелось запастись ароматным айвовым компотом. Вся моя семья очень любит компот из айвы. А за зиму почти все запасы закончились. На приготовление айвового компота уходит совсем немного времени. Ведь компот из айвы, как и все другие компоты, я готовлю без стерилизации, методом двойной заливки. Что ж, перехожу к процессу приготовления. Всем приятного просмотра! И не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для айвового компота мне понадобятся айва, сахар, вода и лимонная кислота. Вот и все. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, айву оставляю в воде примерно на час. Затем тщательно мою, чтобы пушок с айвы полностью снялся, и кладу в дуршлаг. Сначала разрезаю айву пополам, после на дольки. При желании кожицу с айвы можно снять, но я этого не делаю. А вот семенные коробочки полностью удаляю. Сегодня я буду закрывать 2 банки. Для одной банки айву режу дольками, а для второй кубиками. Стерилизовать банки не надо, они просто должны быть чистыми. Стерилизация будет происходить на месте, как говорится, не отходя от кассы. Не бойтесь, это не страшно, ничего не взорвется. А крышки от банок и прочие подручные средства просто заливаю кипятком. Я специально выбрала 2 банки с разными видами крышек, чтобы показать, метод спокойно применяется ко всем банкам, независимо от их объема и от типа крышек. Жестяные под закаточный ключ или винтовые. Теперь раскладываю дольки и кусочки айвы по чистым банкам. Айвой заполняю примерно четверть банки, затем заливаю кипятком до верха банки. Несмотря на то, что закрывать компот этим методом достаточно безопасно, на всякий случай под банки кладу глубокие тарелки. При работе с кипятком всякое может случиться, это так непредсказуемо. На заполненную банку кладу крышку, но пока не закрываю. В таком виде банки достаточно оставить всего на 10-15 минут. Лично я вернулась к банкам примерно через час. Вернувшись к банкам, лью воду из банки в чистую кастрюлю, кипячу пару минут. Дольки айвы остаются в банке. Вся красота этого метода в том, что вам не надо следить за временем и выполнять какие-то последующие действия в рамках конкретного временного отрезка. Вы можете оставить банки на пару часов или даже на день, заняться какими-то другими делами и вернуться к банкам в любое удобное для вас время. Для занятой женщины это просто спасение. Идем дальше. Сверху айвы насыпаю сахар и лимонную кислоту, заливаю кипятком и закрываю. У меня количество сахара для компота среднее, вы же ориентируйтесь на свой вкус. А лимонная кислота
не только играет роль натурального консерванта, благодаря ей вкус айвового компота получается хорошо сбалансированным и неприторным. Итак, закручиваю первую банку винтовой крышкой. Если на дне банки остался сахар, надо чуть-чуть взболтать ее, чтобы сахар растворился окончательно. Укрываю теплым пледом на 24 часа. Банки должны остывать медленно. Все то же самое повторяю со второй банкой. Воду из банки лью в чистую кастрюлю, кипячу пару минут. Затем сверху айвы насыпаю сахар и лимонную кислоту. Заливаю кипятком и закрываю. Еще раз повторюсь, что метод спокойно применяется ко всем банкам, независимо от их объема и от типа крышек. Жестяные под закаточный ключ или винтовые. Также, если на дне банки остался сахар, надо чуть-чуть взболтать ее, чтобы сахар растворился окончательно. Теперь укрываю банки теплым пледом на 24 часа. Банки должны остывать медленно. На следующий день достаю банки с компотом из айвы и убираю их на балкон. Ну что, как говорится, вуаля! Удивительно легкий в приготовлении, незабываемо вкусный, полезный, богатый микроэлементами компот из айвы готов. Айвовый компот придаст особый штрих любому застолью своим спокойным тоном и запомнится всем волшебным ароматом. Попробуйте приготовить компот из айвы своими руками, без консервантов и добавок. Всем приятного аппетита и отличного застолья! Айвовый компот, закатанный таким методом, можно хранить при комнатной температуре годами. Проблема в другом. Содержимое банок очень быстро исчезает, ведь это так вкусно. Вы можете быть уверены в том, что ваша семья полюбит компот из айвы, закатанный таким методом. А как же, это букет свежести и витаминов, его невозможно не любить. Друзья, я была рада поделиться своим рецептом приготовления айвового компота. А как вы закатываете такой компот и какие еще виды консервации интересны для вас? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!